Так, значит, заложили мы 11 ряд. Армировочка под перемычку. Я пока тут ходил к соседу на консультацию, тут у меня ученик-то собрал без меня перемычку. Получилось довольно-таки неплохо. Сходим уровень, посмотрим, что он там наделал. Вот. Школа Александра Бушуева творит чудеса. Ровненько там. Линейка не залезет, металлическая. Так, выход газов перекрою шамотным кирпичом. Это у меня 11 ряд. 12 ряд по согласованию заказчика у нас финальный будет. Плиту положим прямо на футировку. Колпак более-менее почищен. Качество кладочки. Покажу. Шовчики тосюсенькие. Вот мой пальчик. Вот строительный карандашик. Для наглядности. Шов не лезет. Другая сторона. В общем, с Кемой, когда работаете, я не знаю, Витебский, мне кажется, тоже вот по внешнему виду похож, кажется, на Кему, я с ним не работал. Но единственный кирпич Кема, который очень сильно поглощает влагу из раствора, поэтому швы расшивать через ряд лучше через два. Обычно с Чайковскими раньше работал в конце смены. Если солнце не попадает, то в конце смены можно все расшить и почистить. А с этим кирпичом приходится сразу расшивать. Ну, с шамотным там, конечно, с шамотным мы, как правило, расшивку делаем и чистку на следующий день. Вообще расшивку на следующий день, а чистку тряпкой там уже под итог. Это у нас 12 ряд, сюда уже в этот уровень будет класса плита. Сейчас мы, дверка подготовлена, сейчас ее начнем заводить и делать футировку и ставить плиту. Шамотная плита у нас тоже уже обрезана. Так, что еще? Хайло я перекрыл огнеупорным кирпичом. Футировки здесь второй ряд, будет третий, и потом еще по факту подрезаться будет. Еще немножечко. Да, полосочки, потом проставочки идут. В общем, ставьте дверки DT4, в принципе, удобный формат, лучше, чем DT3. Итак, 12 ряд, значит, футировка закончена. Сюда уже будет ложиться плита, плиту подрежем, под размер сделаем. Чугунную имею в виду плиту. Значит, плиту шамотную я опустил ниже на сантиметр с небольшим. То есть вот рабочая зона топливника получается. 60 сантиметров дрова можно смело грузить. Так, выход газов. Колпачок. Скоро сейчас еще ряд, наверное, и буду закрывать. Подъемный канал. Так, 13 ряд. Здесь у нас сейчас идут стоечки. Сверху будет полочка. Еще пару рядков армировки. И все. Армировка закончится, кладка пойдет быстрее. Да, Саня?
Отлично. Да. Итак, сегодня у нас получается 4-й день. Ну, день с демонтажом, конечно. По сути, 3-й. Но будем считать как 4-й. 15-й ряд положили. Колпак закрыли. Базальт. Канал сейчас я почищу. Я всегда кладу, подсыхает, потом я подвесочку делаю. Рекомендуется мокрой тряпочкой затирать. Но главное, чтобы вымыть весь раствор со стенок. Плита. Шамотная, порезанная. Плиту мы привезли, порезали, покрасили. Здесь у нас размер получается больше, чем 41. Поэтому плиту я обрезал. Мы ее просто положим на футировку. По бокам будут зазоры. Я обычно делаю цельную плиту, обрезаю и с комфоркой кладу. Либо режу 2 цельных плиты. Итак, сегодня у нас 4-й день. Ну, 3-й, по сути, плюс демонтаж у нас был. Что мы имеем? Мы имеем перемычку. Перекрываем дверку. Дверка, кстати, Везувий. Ну, имитация DT4. Она получается посадочной. Обычная дверка стандартная. Значит, здесь у нас внутри плита шамотная, порезанная, футировка. Дальше идут полочки, точнее столбики под полочки. Где-то мы сделаем рядков 6-7. Потом перекроем бока, чтобы стойки не разваливались, усилим их. Можно шпилькой, ну, можно было какими-то гвоздиками что-то дополнительно бокового смещения просверлиться. А потом, значит, мы перекроем уголками, еще пару рядков положим и перекроем полку, сделаем общую. Колпак я закрыл его огнеупорным кирпичом. Между огнеупорным кирпичом и внешним красным я проложил базальт. Подъемный канал четверик. Здесь я оставляю под летний дымоход. Еще положу следующий ряд и в него уже положу задвижку. Значит, покажу, как я поставил вишку. ЗВ-1. Обработана куда там краской термостойкой. Вот я ее положил на раствор. А по периметру уплотнил ватой. Потому что, ну, все-таки колпак, тут газы горячие будут. У меня дома в саду получается первый горизонтальный и первый подъемный. И у меня вот в первом подъемном стоит вьюшка. Дверка стоит в первом подъемном вверху. И когда я сильно топлю, реально нагревается и начинает кладку расширять. Поэтому как бы здесь я чувствую, что она тоже будет зона горячая, поэтому я делаю вату. Максимально все на вате. Ну и в то же время, если сильно, тоже все на вате, то рамка вьюшки будет ходить. Поэтому надо думать, как лучше сделать, чтобы и рамка не ходила, и чтобы зазор был. Вот решайте задачу эту и пишите в комментариях, как решить. Я сделал по-хитрому. Так, значит, поставили мы летнюю вьюшку, заложил, сверху накрыл рядком, зазор, в общем, везде зазоры оставил, чтобы рамка свободненько была. А здесь у нас дно будет уже, в этом месте у нас будет второй колпак и подъемный канал, и в трубу будет уходить, и вторая вьюшка будет ставиться в трубу. Значит, 20-й ряд делаем засечку второго колпака. То есть получается у нас газы идут по подъемному каналу, заходят, значит, сюда в колпак, опускаются вниз и устремляются в трубу. Вот вьюшка у нас тут стоит. Вьюшку открываем, то есть летний ход сразу идут в трубу. Полочки соединили двумя уголками. Вместе их ставим, делаем типа тавр. Раз, два. Сейчас следующую уже будем соединять, делать общую полку. Так, значит, Саня продолжает вырезать под уголки. Здесь мы вырезаем в кирпиче. Чуть-чуть, сместить. Продолжаем закрывать нашу полочку. Согласовали с заказчиком, что мы сделаем еще над полочкой 3 рядка. Они пойдут у нас уступчиками. Уступчики еще, Саня, надо будет срезать под 45 градусов. С этого ракурса. Так, здесь кирпич будем сюда делать.
Так, значит, 24 ряд положил. Сейчас буду закрывать колпак. Почистить надо. Ну, в принципе, я так подчистил. Вот еще чуть почищу и буду закрывать. Подъемный канал тоже чистить надо. Оп. Все, закрываю я колпачок. Никаких демпферов не будет у меня. Базальтов так прям закрою на раствор. Сейчас Саня отрежет 4 штуки с толстенькими швами. Бабахну. Угу. Так, что у нас тут? О, почистить надо, да? Общий вид немножечко дать. То есть все что-то по рядам скачем. Так, время у нас уже 7:30. Закончили мы печку. Завтра выходим на трубу, ставим вьюшку. Выгоняем трубу на второй этаж, подключаем СБ-цементную трубу. Не видно там ничего, да? Утепление каким-то шлаком. Перемешку с опилом. Масенькая получается. Губками нужно оттирать. Так, значит, труба на втором этаже. Сместили. Подключили к старой трубе СБ-цементной. Ух, красота, как уходит пламя-то. Да. Так, летний ход. Закрыли. Гудит. Значит, полочка под кухонную утварь. Это не есть хорошо. Ну так тягу регулируйте под дувалом. Хорошо плиту облизывать? Плиту? Да плиту вообще не облизывай. А нет, есть облизывай, да, смотри. Ну, под дувалом поиграете, там поймете, как вам надо будет. Верхним? Нет, нижним. Нижним, да? Вьюшкой не регулируется тяга. Тяга регулируется под подачей кислорода. Только подачей кислорода. Ну, конечно. Ну, пока прикройте, да. Да. Видите, он в плиту ударяется и потом уходит туда, в колпак. Огонь. Видите? Ну, нет, ну часть. Ну, когда закроете, будет по-другому работать. Дверку когда закроете. Сегодня у нас какое число? 4. 24. Начали 20-го, да? Да. Или 19-го? 19 начали. 19. То есть у нас, получается, один день ушел на демонтаж. После обеда мы положили 3 редка, уехали домой. И вот спустя 4 дня мы закончили. То есть до обеда начали класть. После обеда. И до обеда закончили. То есть 4 дня у нас ушло. Сверху трубы 2 метра получилось. Надо, кстати, померить. 2 метра. 2 метра, да? Да, ровно 2 метра. И Я понял. немножко мы ее увели для подключения к старой трубе. Кладку сместили на четверть, на 6 сантиметров. Две плоскости. По количеству кирпича у нас было куплено 2 поддона кирпича. Осталось 80 штук. Получилось 560 кирпичей. Красных керамических, кема полнотелый. Внутри у нас шамотный 50 минус 16. 16. 30, что, 34 что ли? 34, да? 34 как-то мало. Дверка у нас стопочная Везувий. Дальше что? Полочка для складирования кухонной утвари. Плита составная. Цельную я не кладу, потому что они лопаются. Дверка сделана коробом из нержавейки. Между нержавейкой и кирпичом положен утеплитель. Перекрыта перемычкой. Перемычка собрана на 16 или 14 шпильки. По длине дров, то есть у меня получается здесь 3 кирпича минус. В общем, ну, 50-60 комфортно длина. Можно больше 60 загружать. Ну, вот 55-60 такой предел. То есть печка сделана из 2 колпаков.
газы выходят в первый колпак, опускается вниз по подъемному каналу, во второй колпак, опускается вниз и устремляется в трубу. Также здесь есть летний дымоход, его открываем, когда долго не топили печку, печка когда отсырела, ну, когда долго не пользовались, либо когда нужно просто разогреть еду, не нагревая весь массив печи. Открываем летний дымоход, и печка работает по короткому, сразу в трубу. Будете что-нибудь добавлять? Да нет. Самое главное, закончились мучения. Давайте, Хозяина. давайте говорите что-нибудь. Пятидневные. Да, сколько по времени докладе? 4 суток. Но 5 дней это полных. Так что качество хорошее. Качество хорошее. Грязи много было? Грязи не очень много. Ну, за собой всю грязь убрали вроде. Так что, когда кто будет заказывать, во дворе готовьте место не на вашей лужайке, а где-нибудь, где можно будет пилить и разводить грязь. А так в целом очень даже хорошо. Друзьям порекомендуете? Ну, конечно. Конечно. Ну ладно. И соседям. Ага, ну все. Спасибо большое. До свидания. До свидания.